Привет, друзья! Сегодня мы с вами отправимся в одно из самых загадочных и труднодоступных мест на планете – Антарктиду. Этот ледяной континент, покрытый многокилометровыми слоями льда, кажется абсолютно безжизненным и неприветливым. Но что, если я скажу вам, что под этим льдом скрываются тайны, которые могут перевернуть наше представление об истории Земли? В этом видео мы поговорим об археологических открытиях в Антарктиде, от неожиданных находок до теорий, которые заставляют задуматься – а что мы вообще знаем об этом месте? Поехали! Антарктида – это не просто замороженная пустыня. Это шестой континент, который был открыт сравнительно недавно, в 1820 году, русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Но если географическое открытие произошло всего пару веков назад, то археологические исследования здесь начались гораздо позже. Почему? Все просто. Условия в Антарктиде экстремальные. Температура может падать до минус 89 градусов, как это было зафиксировано на станции «Восток» в 1983 году. А толщина льда достигает 4 километров. Копать здесь – это как искать иголку в стоге сена, где стог еще и заморожен. Но несмотря на это, ученые находят вещи, которые заставляют нас пересматривать привычные истории. Давайте начнем с того, что делает Антарктиду уникальной для археологии. Лед здесь – это своего рода природный консервант. Он сохраняет все, что попадает под его покров, в почти первозданном виде. Представьте себе, если что-то упало на Землю миллионы лет назад и было быстро покрыто снегом, который потом превратился в лед, оно могло пролежать там нетронутым до наших дней. Это как гигантский холодильник для прошлого. И вот что интересно – Антарктида не всегда была ледяным континентом. Геологические данные говорят, что около 34 миллионов лет назад здесь началось формирование ледников, а до этого климат был куда мягче. В меловой период 100 миллионов лет назад тут даже росли леса, текли реки, жили динозавры. И эти далекие эпохи оставили следы, которые археологи теперь пытаются раскопать. Одно из самых громких открытий произошло в 1990-х годах, когда ученые нашли в Антарктиде останки динозавров. Да, вы не ослышались, динозавров! В 1991 году американский палеонтолог Уильям Хаммер обнаружил на горе Киркпатрик в районе трансантарктических гор скелет криолофозавра, хищного динозавра ростом около 2 метров с необычным гребнем на голове. Ему дали прозвище Элвис за этот гребень, напоминающий прическу короля рок-н-ролла. Этот вид жил примерно 200 миллионов лет назад, и его находка доказала, что Антарктида когда-то была частью суперконтинента Гондвана, связанного с Африкой, Австралией и Южной Америкой. Но вот что интригует. Как эти создания выживали здесь? Даже в те времена климат в районе Южного полюса был прохладным. Возможно, они мигрировали сюда в теплые периоды или обладали уникальными адаптациями, о которых мы пока не знаем. А теперь давайте задумаемся. Если динозавры оставили следы, что еще может быть спрятано подо льдом? В 2008 году в журнале Science появилась статья, где ученые предположили, что одинокий гранитный валун, найденный на вершине ледника, это кусочек древнего суперконтинента Родине, существовавшего более 1 миллиарда лет назад. Химический анализ показал, что его состав похож на породу из Северной Америки. Это значит, что Антарктида могла быть частью огромной суши, соединявшей континенты задолго до Гондваны. Представьте, 1 миллиард лет назад этот континент был не изолированным ледяным островом, а частью глобальной мозаики. И кто знает, какие еще реликты тех времен ждут своего часа. Но археология в Антарктиде – это не только про динозавров и камни. Есть находки, которые касаются людей. В 1985 году на Южных Шетландских островах, недалеко от Антарктического полуострова, был найден человеческий череп. Он принадлежал молодой женщине из Южного Чили, умершей между 1819 и 1825 годами. Это открытие шокировало ученых, потому что считалось, что до XIX века люди сюда не добирались. Кто она была? Может, охотница, попавшая сюда с группой промысловиков, или жертва кораблекрушения? Ее череп – одна из самых важных антарктических находок, потому что она ставит вопрос, а не было ли здесь людей раньше, чем мы думаем? Если Чили докажет, что ее коренные народы посещали Антарктиду до европейцев, это может повлиять на политические претензии на континент в будущем.
когда истечет срок действия договора об Антарктике в 2048 году. Кстати, о загадочных следах человечества. В последние годы в интернете ходят слухи о пирамидах в Антарктиде. Да, звучит как сюжет для фантастического фильма, но в 2016 году спутниковые снимки действительно показали структуры, напоминающие пирамиды, в районе хребта Элсуорт. Некоторые уфологи тут же заявили, что это доказательство древней цивилизации или даже пришельцев. Но ученые настроены скептически. Они говорят, что это, скорее всего, естественные геологические образования. Нунатакс – вершины гор, выступающие из-под льда. Однако даже если это не рукотворные пирамиды, их форма заставляет задуматься. А что еще мы можем принять за природное, не разобравшись до конца? Еще одна удивительная находка – метеориты. Антарктида – это настоящий рай для их поиска. Лед сохраняет их идеально, а темные камни легко заметить на белом фоне. В 1996 году НАСА нашла метеорит ILH-84001, упавший с Марса 13 тысяч лет назад. В нем обнаружили окаменелости, похожие на следы древних микробов. Это вызвало бурю споров, есть ли жизнь на Марсе. Пока ученые не пришли к единому мнению, но сам факт, что Антарктида подарила нам такой артефакт, говорит о ее невероятной ценности для науки. А в 2015 году нашли еще один метеорит возрастом 13 тысяч лет, который тоже намекает на внеземные тайны. Может, Антарктида – это не только архив Земли, но и ключ к космосу? Теперь давайте копнем глубже, в прямом смысле. Подледные озера Антарктиды – это отдельная тема. Самое известное – озеро Восток, скрытое под 4 километрами льда. Его открыли в 1990-х годах с помощью радаров, а в 2012 году российские ученые пробурили лед и добрались до воды. Это озеро размером с Байкал не видело света миллионы лет. Анализ образцов показал наличие микроорганизмов, которые выживают без солнца, питаясь минералами и газами. Некоторые из них неизвестны науке. Это открытие не просто археологическое, а революционное для биологии. Оно доказывает, что жизнь может существовать в самых экстремальных условиях. А теперь представьте, если такие организмы есть подо льдом Антарктиды, что мешает им быть на спутниках Юпитера или Сатурна, вроде Европы или Энцелада? Но вот что любопытно. Чем больше мы находим, тем больше вопросов возникает. Например, почему в Антарктиде так мало следов древних растений? Да, были обнаружены окаменелости папоротников и хвойных деревьев возрастом 250 миллионов лет, но их немного. Может, лед уничтожил большую часть органики? Или мы просто не там копаем? А еще есть теории о том, что подо льдом могут скрываться целые экосистемы, замороженные во времени. В 2017 году ученые из Эдинбургского университета нашли под Западной Антарктидой 91 вулкан, скрытый льдом. Некоторые из них потенциально активны. Если они извергались в прошлом, могли ли они растопить лед и создать оазисы жизни, которые потом снова замерзли? Давайте порассуждаем аналитически. Антарктида. Это не просто археологический полигон, это зеркало истории планеты. Каждая находка здесь, от динозавров до метеоритов, говорит нам, что Земля сложнее, чем мы думали. Но есть и другая сторона. Исследования в Антарктиде – это дорого и сложно. Логистика, техника, риски – все это стоит миллионы. И возникает вопрос, оправданы ли эти затраты? С одной стороны, да, мы узнаем о прошлом Земли и даже о космосе. С другой, многие находки пока остаются загадками, а не ответами. Может, мы слишком торопимся раскрыть тайны континента, не понимая, как их интерпретировать? И напоследок, немного конспирологии, потому что без этого про Антарктиду никак. Есть слухи о секретных базах, построенных еще во времена Третьего Рейха. Говорят, что в 1940-х годах немцы искали здесь убежище и даже нашли что-то невероятное. Официально это не подтверждено, но в 2001 году американские ученые обнаружили аномалию подо льдом – гравитационное искажение, которое до сих пор не объяснили. Может, это природное явление, а может и нет. Что думаете вы? Антарктида – это место, где наука сталкивается с фантазией. Каждый кусочек льда, каждый камень может рассказать историю длиной в миллионы лет. И хотя мы только начали ее читать, уже ясно – этот континент хранит больше, чем мы можем себе представить. Если вам понравилось это путешествие в мир антарктических тайн, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь своими мыслями в комментариях. Что бы вы хотели найти подо льдом Антарктиды? До встречи в следующем видео.